Друзья, всем большой привет! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня у нас снова концертное оборудование и вашему вниманию обзор микшерных пультов от компании Proel. Приступаем. Итак, наши сегодняшние гости это модели MQ12 USB и MQ16 USB. Несколько раньше мы уже снимали видео на младшей модели Proel, это MQ6 и MQ6FX, и надо сказать, что остались ими вполне довольны. Мало того, что цена на них комфортная, так еще и по качеству никаких вопросов не возникло. Предусилители мощные, шум в пределах нормы, процессор эффектов вполне себе на уровне. И вообще для такого малыша это большая роскошь. Ну а эти красавцы это уже устройство посерьезнее. Как по функционалу, так и, разумеется, по цене. За 12-канальный нам придется раскошелиться где-то на 34,5 тысячи, а за 16-канальный нужно приготовить что-то около полтинничка. И на наш взгляд это вполне реальные цены, особенно если посмотреть на подобные микшеры от того же Mackie или Allen Heat. Ну ладно, давайте поближе рассмотрим эти устройства и, конечно же, покрутим ручки и послушаем эффекты. Итак, MQ12 USB. На борту этой модели имеется 6 моно и 2 стереоканала. Причем 5 и 6 канал можно также использовать как стереопару. 2 TRS гнезда и маркировка нам на это указывают. Первые 4 канала оснащены функцией среза низких частот на отметке 75 Гц, хорошим запасом гейна, раскачаются абсолютно любые микрофоны, компрессором, что безусловно является очень полезной фишкой, и трехполосным эквалайзером. Давайте покрутим ручки и послушаем, как он работает. Высокие частоты убираем на минимум. И теперь постепенно вывожу их на максимальный уровень. Хорошо, услышали? Теперь серединка. Убираю полностью и потихоньку веду ее к своему предельному значению. Есть. Ну и низкие частоты снимаю до упора. И теперь плавно добавляю до потолка. Замечательно. Ну и тут же добавлю, что стереоканалы имеют только 2 ручки эквалайзера. Это верх и низ. Ну и хватит. Дальше. На каждый канал мы можем подать порцию эффекта с 2 внешних приборов или использовать смесь одного внешнего и встроенного процессора. Он здесь 24-битный, количество эффектов 100. Давайте выборочно послушаем некоторые из них, чтобы в целом понимать, что из него можно выжать. Итак, здесь у нас 10 групп, и все начинается, естественно, с холла. С 0 по 9 номер это холлы. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше с 10 номера по 19 эффект Room. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. С 20 по 29 номер это эффект Plate. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Далее монодилей с 30 по 39 номер. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 40-49 это дилей стерео. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. С 50 у нас идут фленджеры. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4,
5. Далее с 60 по 69 это эффекты хоруса. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И с 70 номера у нас эффекты идут комбинированные. Первая группа это дилей плюс ревер. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше фленджер плюс ревер. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и, наконец, с 90 по 99 это хорусы плюс реверы. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Продолжим. Каждый канал этого микшера имеет кнопку выключения сигнала, кнопку посыла на общий выход или групповой канал и оснащен 45-миллиметровым фейдером с хорошим плавным ходом. По коммутации тут еще есть возможность подключения контрольной акустики, типа тех же мониторов, естественно, наушников и педали включения и выключения эффектов. Громкость мониторов и наушников у нас находится вот здесь. Кнопка фантомного питания, вот она. И, наверное, последняя прелесть – это USB интерфейс, которым оснащен этот микшер. То есть любое взаимодействие с компьютером, как то запись или воспроизведение, здесь возможно. Подключение на задней панели, кнопка активации на 11-12 каналах. Кстати, для универсальности использования стереоканалы оснащены еще и разъемами RCA. Кому-то это наверняка может пригодиться. Ну что ж, с этим пультом мы разобрались. Теперь давайте коротенько пробежимся по 16-канальной модели. MQ16 USB. В принципе, все то же самое, за исключением парочки моментов. В частности, это количество каналов, это само собой разумеется. Добавлена параметрика на 8 каналах, серединка на стереоканалах. Внешние обработки сюда можно подключать еще больше, аж 4 шины AUX. Работа по USB или STU-Track управляется отдельно вынесенным блоком. Ну и фейдеры здесь еще побольше, 60 мм. Ну что ж, на этом можно ставить точку. В финале скажу, пожалуй, только одно. Без хорошего оборудования мы с вами не останемся в любом случае. Либо произойдет или уже происходит некое брендозамещение, либо наши дорогие товарищи, вот вроде Proil, потихоньку перекроют все наши потребности. Вот как раз таки линейка микшеров MQ яркое тому доказательство. 6-канальные для каких-то совсем простых задач, 10-канальная модель это уже и реп-базы, и малые коллективы. Кстати, жутко популярный пульт, и купить его оказалось чрезвычайно непросто. Ну, встали в очередь, ждем. Ну а 12 и 16 каналов это вполне уже нормальная работа на каких-то более или менее серьезных определенного масштаба концертных площадках. И самое главное, что все перечисленное имеет откровенно достойное качество по вполне разумной цене. Так что если у вас в планах приобретать микшер и вы никак не можете сделать свой выбор, то рекомендуем обратить самое пристальное внимание на вот эти самые Proil MQ. Уверяем, что выбором останетесь довольны, и знайте, что нам за эту рекомендацию стыдно не будет ни в коем случае. Я благодарю всех за внимание и до встречи на канале «Давай запишем». Ох, Нормально. ну да, как бы 6.22 мы сделали это. Вот теперь нам надо хорошо протестить процессор эффектов, и тогда будет все вообще замечательно. Проголодался по воде.